Добрый день, дорогие друзья. Добрый Добрый день. день, кто нас видит, слышит сейчас в YouTube, кто участвует в интерактиве. Сегодня у нас очередная встреча на видеоканале, и тема сегодняшней встречи будет «Как узнать свою родную душу?». Откуда взялась эта идея, чтобы обсудить этот вопрос? Дело в том, что в нашей школе и движению уже больше года, и мы очень много стараемся рассказывать о различных аспектах встречи, общения с родными душами. И, к сожалению, до сих пор нередки такие случаи, когда люди встречают свою родную душу, и у них нет информации, у них нет достаточных знаний о том, что это за встреча, что она с собой несет и как себя при этом действительно нужно вести, как нужно гармонично входить в этот поток родных душ. Поэтому могут возникать различные драматичные обстоятельства, возникают ситуации, которые потом приносят боль, настоящее ощущение боли обоим, и мужчине, и женщине, когда они не совсем грамотно, не совсем гармонично подходят к этой ситуации, и, к сожалению, не всегда бывает способны разглядеть тот огромный дар, который несет с собой вот эта встреча родных душ. Поэтому сегодняшнюю беседу мы решили полностью посвятить различным моментам, аспектам того, как же узнать свою родную душу и все, что с этим связано. Ну и начнем с того, что очень часто возникает вопрос у женщины и у мужчины: кого же я встретил, что это за встреча. Причем могут быть такие ситуации, что этот вопрос, так сказать, остается открытым в течение долгого времени, в течение нескольких месяцев, может быть, даже иногда в течение нескольких лет. И такие случаи нередки, когда люди уже знакомы несколько лет, но так и не могут понять, определить для себя, что это за встреча и что с этим делать, и как не допустить ошибок каких-то, которые могут быть действительно очень драматичными, ну и так далее. Так как же узнать свою родную душу? Как не перепутать вот эту знаменательную, особенную встречу, как ее не перепутать со многими другими событиями в своей жизни? Как ее не перепутать с обычной влюбленностью, хотя может быть и сильной влюбленностью? Как не перепутать свою родственную душу или близнецовое пламя со своей кармической связью? Ну, давайте начнем постепенно, потихонечку продвигаться к этой теме. Когда мы только начали давать информацию о родных душах, мы столкнулись с тем, что в этой теме существует очень много неясностей, очень много непонятного, очень много запутанных различных воззрений, различных взглядов на эту тему. И столкнулись с тем, что есть такие термины, как, допустим, ложная родная душа. Вот, даже было такое один момент. Столкнулись с тем, что есть такой термин, как, допустим, звездная пара, и не могут люди точно определить, что же это означает, и, пользуясь этим термином, они также находились в замешательстве, что это для них такое. Ну и некоторые другие моменты, когда мужчина или женщина встречает свою родную душу и, пытаясь определить, что это за встреча и что она с собой несет, они очень часто путались. Не только в терминологии, но и, что самое главное, была путаница в выводах. Что же из этого следует? Что следует из этой встречи? Что от нее нужно ожидать, а что невозможно ожидать? И так далее. Итак, давайте начнем с такого термина, как, допустим, ложная родная душа. Почему мы с этого начинаем? Потому что такой термин возник как раз-таки из-за сомнений. Кто этот человек? Родная душа
кармическая связь, сильная влюбленность или что-то вообще другое, или может быть это все вообще просто показалось. Да? Итак, термин «ложная родная душа». Человек испытывает очень похожие состояния на духовное пробуждение, очень похожие состояния на сильную влюбленность, на сильную любовь. Почему очень похожие? Потому что он не уверен, происходит это с ним или не происходит. Почему он не уверен? Потому что это то возникает, то пропадает. То есть то он это все переживает, все это чувствует очень явно, а потом наступает какой-то момент, и как будто бы это все улетучивается у него, и ничего такого нет в жизни. Потом что-то опять происходит, может быть, он вспоминает об этой встрече, может быть, опять встречается с этим человеком, и вновь у него поднимаются какие-то особенные ощущения. И вот он находится в замешательстве. Кто этот человек? Что он для меня значит? Что мне в данной ситуации делать? Да? Вот это вот как бы ложная родная душа. Ну, давайте сразу же скажем, что если возникает такая ситуация, когда вот эти состояния, ощущения любви, даже может быть что-то похожее на духовное пробуждение, если они возникают, когда вы встретили какого-то человека, а потом они пропадают, то это говорит о том, что это не есть ваша родная душа. То есть вот этот термин «ложная родная душа», он имеет ну, какую-то действительно сущностную окраску. Он, по сути, вот что-то говорит. А в общем-то, он говорит о том, что это не есть ваша родная душа, действительно. Откуда же берутся такие переживания? Любви, влюбленности, духовного пробуждения. Это может возникать по различным причинам. Ну, давайте начнем по нескольким вариантам. Во-первых, люди, которые встречают свою родную душу или которые хотят встретить свою родную душу, они очень часто занимаются духовными практиками, теми или иными, медитацией, йогой, чем-то еще, самостоятельно, либо в группе. То есть у них уже начинают происходить какие-то внутренние процессы. Что-то у них внутри происходит. Может быть, даже трансформация сознания, либо у них наступает какой-то кризисный этап в их жизни, например, кризис среднего возраста, и там те же самые явления могут наблюдаться. И вдруг вот в этот момент они встречают какого-то человека, которому они испытывают особенную симпатию, особенное влечение, особенное притяжение. Ну, что значит особенное? Ну, сильное, да, какой-то особенной силы, особенной яркости. И вот у них может возникнуть такая мысль: ага, наверное, это родная душа. Потом проходит неделя, две, может быть, месяц, у них это все проходит. То есть никаких ощущений, нет ощущения любви, нет переживания духовного пробуждения и ничего подобного. То есть все как бы возвращается на круги своя. И тогда напрашивается такой термин – ложная родная душа. На самом деле, ну, нет такого явления, как ложная родная душа. Это просто неверное отношение к происходящим в вашей жизни событиям. Нет такого явления и нет такой фигуры в вашей жизни, как ложная родная душа. Просто в природе нет. Это в какой-то степени ваша неверная оценка той или иной встречи. То есть, вот так немного подытоживая, да, что такое ложная родная душа. Если у вас возникает любовь, может быть даже сильная любовь, очень сильное притяжение к человеку, а потом проходит 2-3 недели, и эти состояния уходят, значит, это нет. Ни в коем случае это не встреча с родной душой. Когда вы встречаете свою родную душу, у вас эти состояния возникают, и они не проходят до тех пор, пока вы либо не выполните миссию вашей встречи, либо не воссоединитесь полностью. Вот таким образом. Что такое выполнить миссию вашей встречи? Это во многом индивидуальный вопрос. Во многом индивидуальный вопрос. В большой степени мы рассматривали это на 6-м курсе, где говорили о миссии встречи родственных душ. То есть для чего это происходит. Но часто это имеет индивидуальный характер. То есть
произошла встреча, ваша встреча с родственной душой, для того, чтобы вы научились вот этому, этому, этому и этому, для того, чтобы у вас раскрылось вот это и для того, чтобы с этим дальше как-то жить. А как-то это гораздо лучше, чем прежде. То есть встреча с родной душой, ее миссия всегда заключается в резком скачке, в существенном скачке вашего личного и духовного развития и, соответственно, в том, чтобы потом ваша жизнь шла уже, может быть, не в новом направлении, но в ином качестве. Итак, вот что такое ложная родная душа. Этого просто нет. Это просто фантом, выдумка, полная выдумка. Это название могут использовать, в общем-то, не впопад, совершенно не в тему, называя ложной родной душой, может быть, кармическую связь, либо называя ложной родной душой вашу родственную душу, с которой у вас не сложились отношения. То есть вы не смогли наладить отношения и говорите, ну это было ложное. Это неправильно. Почему? Сейчас мы постараемся объяснить. Когда вы не выполнили миссию встречи со своей родственной душой, когда ваши отношения прекратились, ну скажем так, деструктивным образом, да, то есть не был завершен гештальт вашей встречи, как психологи говорят, то это означает, что вы просто не усвоили тот урок, условно, конечно, выражаясь, но это весьма корректный термин, не усвоили тот урок, который был вам преподнесен благодаря вот этой встрече. Просто вы оборвали эту связь сознательно, но внутри у вас останется очень сильный отпечаток от этой встречи. Внутри останется какой-то особенный свет. И всякий раз, когда вы будете вспоминать об этой встрече, будет внутри подниматься что-то совершенно особенное. Очень большая энергия, очень большое тепло. Даже сердце начнет пробуждаться просто от одного воспоминания об этой встрече. То есть это не была ложная родная душа никакая, так называемая. Это была ваша истинная родная душа, просто вы неверно оценили ситуацию, и миссия вашей встречи была не выполнена. Такое происходит нередко. Почему? Потому что люди, первое, нет информации, достаточной информации о том, что такое феномен родных душ, и они дезориентированы. Второе, они даже если имеют информацию, но не способны или не хотят пройти через этап освобождения от эго-программ, через этап внутреннего очищения. Это второй пример. То есть вторая причина. И третье, это то, что как бы хочется от этой встречи гораздо большего, чем эта встреча может дать. Ну что это такое? Хочется воссоединиться для полной совместной жизни. А допустим, эта встреча произошла не для этого. То есть миссия этой встречи состояла, допустим, в чем-то другом. Вот такие вот пункты. Первый, второй и третий. И это все относится к тому, как узнать свою родную душу. Так, если же говорить в общем, как же узнать свою родную душу? Может быть, не сразу, может быть, не с первой встречи, может быть, через некоторое время, через несколько дней, через несколько недель. Но у вас необычайно наполнится сердце. Анахата чакра будет просто переполнена энергией. И пойдет внутреннее очищение, могут возникнуть какие-то боли, это будет проработка блоков, психологических травм и так далее. Но на фоне даже всего этого будет внутри очень большое тепло, очень большой свет. И будет вот это ощущение необычайной родственности, ощущение необычайного единства. Даже если вы на физическом плане не встречаетесь, у вас нет такой возможности, то на духовном плане вы будете чувствовать необычайное единство. То есть, проще говоря, перепутать встречу со своей родной душой с чем-то другим весьма трудно.
И если у вас возникает сомнение, родная душа это или нет, то скорее всего, что это не родная душа. Скорее всего, это либо сильная влюбленность, либо что-то с этим похожее рядом. Даже иногда нет сильной влюбленности, но есть просто притяжение. Притяжение по разным пунктам. И сексуальное притяжение, и очень большой интерес как к человеку, как к личности. Очень большой может быть интерес. То есть хочется, очень сильно хочется общаться с этим человеком, он такой притягательный. Либо притяжение как к авторитету. Это примерно то же самое, что вот как к личности, но там уже всплывает такая фигура, как учитель с большой буквы, да? То есть притяжение к учителю. Может быть такое. Но все это не есть та встреча с родной душой, если у вас нет вот этого состояния огромной любви внутри. И любви именно в сердечном центре, именно в сердце. Потому что подчас, в общем-то это не редкий случай, путают любовь с влюбленностью, опять-таки с симпатией и так далее. То есть если сердце не наполнено, значит настоящее, даже не переполнено, так скажем, значит настоящей любви там нет, значит это, скорее всего, не ваша родная душа. Как узнать свою родную душу? Да? Расскажем что-нибудь из примеров для того, чтобы не просто говорить схемами, а для того, чтобы рассказать какой-то пример из жизни. Да, конечно. Ты можешь рассказать вот как раз пример ложной родной души. Когда женщина нам говорила, что вот это все, это моя половинка даже. Это что было за случай? Напомни мне. Ну, ты мне сейчас до встречи рассказывал как раз об этом. Да, ну вот один из примеров, тогда уже один из последних примеров, да, ну весьма такой достаточно показательный, можно сказать. Женщина действительно переживает очень сильно, она чувствует очень большое влечение к мужчине, она чувствует вот это вот притяжение, огромный интерес к нему. Эта женщина занимается духовными практиками, и ей в медитативных состояниях приходят различные откровения на тот счет, что это твой мужчина и так далее. Но ситуация состоит в следующем, что анахата чакра не запущена. По анахате связи нет. Но данный случай он из личной консультации, из индивидуальной консультации, и просматриваем эту ситуацию со всех сторон, там действительно связи по анахате нет. Есть два варианта. Первый вариант, к которому есть больше всего подозрений, что это не есть встреча с родной душой. И второй вариант, что это есть встреча с РД-учителем, то есть этот мужчина для женщины является РД-учителем, потому что там действительно какие-то процессы идут, но у нее очень сильно заблокирована анахата чакра. Настолько сильно заблокировано, что тот потенциал, который содержится в встрече с родной душой, он не запускается, он не работает. Работает другое. Но тот потенциал, громадный потенциал, который заложен в таких встречах, он не просматривается никак. То есть вот, пожалуйста, показатель анахата чакра не запущена, заблокирована, действительно разбирались, серьезно заблокирована по разным причинам. Там дальше будет идти работа в этом отношении. И все. И даже если это ее РД-учитель, то вот эта блокировка стоит, притяжение есть, а всех тех процессов, которые должны быть запущены в этом случае, они не происходят. Другой есть случай, когда женщина на протяжении нескольких лет, много лет, я сейчас не вспомню, сколько именно точно, по-моему, около 10 лет,
у нее есть такое подозрение, что это вот какая-то необычайная встреча. Она описывает эту встречу, эти встречи были фрагментарны на протяжении этих 10 лет, по-моему, 10 лет, но не суть важно, много лет. А на протяжении этих многих лет они встречались только фрагментарно, весьма редко. И всякий раз эта встреча была действительно наполнена огромным вдохновением, огромным чувством, зарядом энергетическим. Каждая такая встреча, она являлась таким мощнейшим импульсом к изменению жизни. Женщина начинала менять свою жизнь. Каждая такая встреча являлась для мужчины такой возможностью почувствовать свою мужскую энергию, свою мужскую ипостась. Ему хотелось заботиться об этой женщине. Ему хотелось все сделать для нее, чтобы было ей хорошо. То есть налицо действительно связь родных душ. Но на протяжении всех этих лет стоял огромный вопрос, что это за связь? Любовь? Какая-то очень странная любовь. Она огромная, она чистая, но она не похожа на то, что так широко, в общем-то, известно. Что это такое? Что это означает? Моя половина неизвестна, то есть божественная половинка, неизвестна, половинка или нет. Вот такие вопросы, они на протяжении всех этих многих лет, они так и оставались. И пока женщина не познакомилась вот с этой темой родные души, в общем-то, у нее так и оставались многие вопросы, а так и оставались все эти сомнения, что это такое. Но когда произошло знакомство с этой системой, что это и как это происходит и к чему это ведет, все внутри раскрылось, все какие-то блоки, которые внутренние были, блоки, узелки, они стали раскрываться, стали развязываться. То есть энергия пошла уже беспрепятственно. Женщина поняла, что это родная душа, все процессы пошли у нее, в общем-то, там, можно сказать, семимильными шагами, все очень хорошо пошло. Ну, вот. То есть вот один пример, пожалуйста, тоже были сомнения, эта связь не есть связь родных душ, в лучшем случае это РД-учитель. А второй пример, тут да, тут налицо связь родных душ. И то, и там, и тут несколько лет сомнений. Причем это не просто сомнения, когда вот человек как бы вот в легкую задается вопросом, а моя родная душа это или не моя родная душа. Это сомнения, которые тянут изнутри, они человека выматывают буквально. То есть он устает от этой ситуации, он устает от этого непонимания, он не понимает, что с ним происходит и как ему вообще дальше жить. Это тянет. Это реально тянет. То есть должно быть разрешение. И вот когда внутри происходит вот это разрешение, какие-то узлы развязываются, раз и пошел поток энергии. И все. Все встало на свои места. Нормальным образом. Вот. Что дает знание, понимание и осознавание того, кто перед нами, родная душа или нет. То есть дает вот такую свободу, дает такую возможность действий. А с другой стороны, когда у человека вообще нет этой информации о родных душах, и он встречает свою родственную душу, и там есть достаточно серьезные притяжения, достаточно большой такой поток, есть чувство любви, но опять-таки это путается с обычными повседневными отношениями, которые должны завершаться либо интимной близостью, либо, значит, свадьбой. Да? Вот. Ни к тому, ни к другому это не приводит. В результате оба не понимают, к чему вообще эта встреча. И в конце концов происходит вот такой вот драматичный разрыв. Ну, когда там, может быть, даже ругаются, но расходятся очень нехорошо, с обидой друг на друга. То есть было непонимание, что это за встреча и для чего это она. А для чего она была, собственно? Для того, чтобы оба научились безусловно любить. Почему такой вывод? Потому что, повторюсь, ни интима не возникло, ни свадьбы не было, а любовь была. Вопрос, зачем она была? Давайте еще раз повторим. Итак, смотрите, любовь есть, интима нет, свадьбы нет. Зачем она нужна? Это как бы вот прежний такой старый уровень сознания, когда люди понимают встречу мужчины и женщины для вот этих вот двух вещей.
интим, либо свадьба. Все, других вариантов нет. Если вы поднимаетесь на другой уровень сознания, вы видите там гораздо большую перспективу. Там все гораздо шире. Там личностное, духовное развитие, там перед вами открываются громадные перспективы. И, наверное, самое важное, самое интересное, что открывается, возможность встречи со своей близнецовой половиной. То есть со своей изначальной божественной половинкой. То есть такие встречи, вот встречи с родственной душой, встречи с РД-учителем, они очень часто являются как бы преддверием, подготовкой к встрече с уже с изначальной божественной половинкой. И если эти встречи человек не проходит, он не понимает, что с ним происходит, он не понимает, кто они друг для друга, значит, он как бы не сдает экзамен, дальше его не пускают. Либо, значит, ему потом придется сдавать этот экзамен, только уже в более жестких условиях. То есть вот эта подготовка, ее тоже нужно осознать. Мы с вами сразу же поднимаемся на другой уровень восприятия взаимоотношений мужчины и женщины. Да? Такие термины: подготовка, духовное пробуждение, урок. То есть для обычного повседневного сознания это не вписывается во взаимоотношения между мужчиной и женщиной. То есть какая подготовка, какой урок? Я встретилась с женщиной, у нас есть любовь. Или интим, или свадьба. Интим и свадьбы нет, значит не надо. Это не узнавание своей родной души, не понимание, не осознавание, что с вами происходит. Мы уже говорили на прошлых встречах, что сейчас такое время, эпоха Водолея, когда такие встречи становятся все более частыми, и они происходят вот именно для этого, для духовного пробуждения, для осознавания истинной природы мужчины и женщины, для раскрытия себя, для познания себя, для познания божественного и для воссоединения на всех планах со своей родной душой, со своей близнецовой половиной. Есть такой пример показательный. Женщина одна сначала она встретила, как это сказать, своего РД-учителя. То есть она нашла в мужчине своего внутреннего мужчину, да, в образе внешнего мужчины она нашла своего внутреннего мужчину, безумно любила его, общалась с ним все время, разговаривала. Ну, то есть шел процесс общения с внутренним мужчиной, классический. Но эта женщина потом подумала: ну, раз так, у нас вообще невозможно наше воссоединение, то они даже были незнакомы, то, наверное, мне это не нужно. Это я все придумала, мне это не нужно. Параллельно ей встречается ее родственная душа, которая ее учит по заданию высших сил, да, учит ее безусловно любить. Женщина снова не понимает этого урока, что ее просто учат безусловно любить, что просто ей нужно пройти эти этапы очищения, этапы избавления от эго, от привязок и всего прочего. Она снова на какой-то момент сдается и говорит: все, я устала, ничего не хочу. Но так как их встреча с истинной родной душой должна была состояться все-таки по предопределенному сценарию, да, высшими силами, то их встреча состоялась. Она состоялась в самый критический момент, когда ее просто нужно было спасти. Их встреча состоялась. Она встретила своего мужчину, свою близнецовую половинку. Но это, конечно, прекрасно. Но ей пришлось пройти то, что она не прошла с теми уроками, при общении с внутренним мужчиной, не прошла эту очистку, при общении с родственной душой, все это ей пришлось пройти в троекратном или даже в более кратном размере со своей близнецовой половинкой. А когда встречаются близнецовые половинки, у них идет энергия гораздо больше, чем когда встречаются родственные души. Соответственно, и очищение идет гораздо сильнее. То есть эта женщина, не поняв уроки, которые ей давались высшими силами полегче, так сказать, подготавливали ее к встрече с истинной половинкой,
Но ей потом пришлось пройти это очищение во множество раз сильнее уже со своей истинной половиной. Но это, можно сказать, ей повезло, что она ее встретила. А могла бы и не встретить, и снова куда-то пойти не в ту сторону. Это очень яркий пример. Да, ну и процесс этого очищения был далеко не легким. То есть там нагрузки были такие сильные, мощные, что ну, реально можно было совершенно не выдержать. И тело подвергалось очень большим нагрузкам, и сознание подвергалось таким же большим нагрузкам. Очень часто было недоуменное такое состояние, а что вообще, собственно, происходит, вообще, что в принципе происходит, непонятно. Вот. И было очень тяжело. Да, это вот как раз говорится о том, как важно понять, кого вы встретили и для чего. И даже если вы встретили сейчас не свою истинную половинку, а родственную душу, с которой вы не можете воссоединиться никак, то нужно принять этот дар как действительно дар, чтобы развиваться и чтобы готовиться уже к встрече со своей истинной половинкой, чтобы быть готовым. Да. Выходим в новые измерения понимания отношений между мужчиной и женщиной и говорим такие вещи. Вот это может выглядеть достаточно сухо, но потому что мы как бы раскладываем все по полочкам, для того, чтобы все было четко понятно. Итак, вы встретили свою родную душу, родственную душу, например, да, или РД-учителя вы встретили. Это подготовка, это урок. Почему? Потому что вы однозначно по всем объективным причинам воссоединиться не можете. Вы прошли урок, идете дальше на следующую ступень. Не прошли урок, значит не идете на следующую ступень. Но если вам судьбой предрешено встретить свою близнецовую половину, а вы не прошли прошлые уроки, значит вам нужно будет перепрыгивать через 2, через 3 ступеньки. А это не всегда просто. А это очень тяжело. Вот все, кто сталкивался с подобными ситуациями, они могут это вам рассказать, подтвердить. То есть нагрузки идут зашкаливающие, нагрузки идут просто запредельные. Вот об этом сегодня нам хотелось рассказать, в том числе и, наверное, в первую очередь. Дальше переходим. Если вы узнали свою родную душу, да, если вы правильно разобрались, узнали, допустим, что это РД-учитель, к примеру, да, и вы адекватно к этому относитесь. Во-первых, к этому адекватно относиться очень трудно, потому что вас все время будет уносить именно в очень сильные, глубокие переживания любви. Вы будете понимать, что это ваш учитель. Вы будете понимать, что встреча, то есть воссоединение полное невозможно. Но ничего с собой поделать не сможете, и вас будет уносить именно в эти переживания, что вы воссоединяетесь, что между вами что-то получается и так далее, и так далее. Вот даже это уже все равно не так легко. Если вы даже все понимаете, то все равно это не так уж и легко. То есть тут трудности требуется преодолеть. Но тем не менее, вы преодолеваете это. Вы научились безусловно любить. У вас раскрылось это. Часто возникает вопрос, нам пишут вопрос, как научиться безусловно любить. Как избавиться от эго. Как пройти или как там осуществить внутреннее очищение. Вот когда вы встречаете свою родную душу, все это происходит само. Единственное, что нужно делать, вам не мешать. Мы так много раз повторяем, что этот дар, вам ничего не нужно будет делать. В это очень трудно поверить. Вокруг громадная индустрия, которая поможет вам, реально может помочь вам открыть сердце, научиться безусловно любить, очиститься внутренне, пройти трансформацию. Это громадная индустрия. И вдруг вы встречаете одного человека, и все это с вами происходит спонтанно. То есть никуда уже не нужно ехать, никакие специальные мероприятия не обязательно посещать. Вам нужно только в этом оставаться. Но вы узнаете, насколько это нелегко. Это предельно просто, но очень нелегко. Так вот, даже когда вы узнали, что вы встретили свою родную душу, вам дальше нужно будет себя гармонично, правильно вести. Оставаться вот в этом потоке. Все правильно, все время адекватно воспринимать. И не препятствовать этому потоку, который проходит через вас.
Кажется, действительно, это очень просто, но только на словах. Когда это начинает происходить, то очень часто трясет, в общем-то, не слабо. Начинаются перегрузки, энергетические перегрузки. Что все это дает? Зачем все это нужно? Ну, во-первых, вот мы самое главное сказали, что если вам предрешена встреча с вашей близнецовой половиной, то это будет подготовка. Вы пройдете подготовку, и когда вы встретите свою близнецовую половину, то вы уже будете очень во многом готовы. То есть там у вас все пойдет, если уж не как по маслу, то, по крайней мере, очень многих трудностей, ошибок, драматичных ошибок вы можете избежать. То есть вы уже будете знать, это будет ваш внутренний опыт. Вы будете четко знать, понимать, осознавать, для чего все это. Это громадное подспорье, очень большое подспорье. Это первое, для чего нужно. Второе. Если вам все-таки не суждена в этой жизни встреча с вашей близнецовой половиной, такое может быть, потому что ваша близнецовая половинка может быть не воплощена с вами в этой жизни, она может находиться очень далеко. Вот. Тем не менее, вы, встретив свою родную душу, родственную душу или РД-учителя, вы получите настолько феноменальный опыт духовного развития, личностного развития, что это изменит самым чудесным образом, изменит всю вашу последующую жизнь. Конечно же, если вы опять-таки в самом конце, верно отнесетесь к этой ситуации. А что значит верно? Вот достаточно просто слушать свое сердце. Даже не надо ничему особенно учиться. Если вы слушаете свое сердце, и если оно гораздо сильнее, гораздо громче звучит, чем голос вашего эго, тогда ваше сердце выражает благодарность, безмерную, безграничную благодарность за эту встречу, за то, что с вами произошло. И туда не вмешиваются никакие претензии ни к нему, ни к ней, ни к жизни, ни к обстоятельствам каким-то. Ничто это не вызывает сбоя программы, так скажем. То есть вы программу полностью завершили, программу встречи со своей родной душой. Вот в этом случае все те блага, которые эта встреча с собой несет, вы оставляете при себе. Если же в конце вы говорите, получилось не так, как я хотел или хотела, да? Наверное, в этом есть какой-то обман, в этом есть какой-то подвох. Да, я чувствую внутри просто великолепие, блаженство. Да, моя внешняя жизнь начинает меняться. Но я-то вот хотел или хотела совсем другого, а этого нет, значит, это ни к чему. Вот если вы сделаете этот неверный вывод из такой встречи, то вы очень многое перечеркнете в своей жизни. Вы перечеркнете путь своей души. Вы перечеркнете путь своего сердца. Это очень серьезная ошибка. Очень серьезная. Вот. Для того, чтобы ее не совершить, достаточно просто слушать свое сердце. Просто слушать свою душу. И тогда ваша жизнь начнет обогащаться красками, цветами, событиями. Она начнет расцветать. Вы обретете те потенциалы и начнете их реализовывать, которые у вас дремали, и, может быть, вы о них только догадывались, а может быть, даже вообще не догадывались о них. Они у вас начнут раскрываться, они начнут действовать. То есть дальше ваша жизнь будет гораздо-гораздо богаче. Итак, перейдем к следующему вопросу. Вы узнали свою родную душу. Вы сказали, да, может быть, вы даже так не называете. Родная душа, родственная душа, близнецовые пламя. Может быть, даже не пользуетесь этими терминами. Но вы поняли, что это очень особенный человек в вашей жизни. Вы поняли, что именно вот так и должны жить и любить друг друга мужчина и женщина. Вы это осознали в собственном опыте, в своем сердце. Вы четко это осознали, что Бог задумал именно вот такие отношения между мужчиной и женщиной. То есть все это вы знаете.
И тут как бы все хорошо. Но начинает вмешиваться такой момент, который называется внутреннее очищение. Вы можете этот этап пройти, освободиться от своих эго-программ, либо не пройти. И вот на этом этапе, да, очень многие совершают ошибку. То есть, когда начинается столкновение эго-программ мужчины и женщины, когда они, проще говоря, начинают ругаться, да, выяснять отношения, причем, может быть, даже вообще на ровном месте, как бы ни с чего, просто эго-программы, они начинают настолько сильно активизироваться, так как раньше, возможно, никогда себя не проявляли. Почему? Потому что отношения родных душ, они очень высоко энергетичные. Энергия переполняет их, очень много силы. И эта энергия идет как на блаженство, как на божественные переживания, то есть как на активизацию, условно выражаясь, нашего внутреннего света, также на активизацию нашей внутренней тьмы. То есть все, что темное и демоническое, у нас, у каждого человека оно есть. Не нужно питать иллюзии, что кто-то святой. Святых очень мало, всегда они по пальцам их можно пересчитать. У нас у каждого это есть. И когда это активизируется, мы говорим: о, Господи, батюшки мои, что это за человек такой? Это какое-то исчадие ада. Причем, если очень внимательно присмотреться к поведению друг друга, то можно обнаружить очень похожие черты друг у друга. То есть в вас есть то же самое, что и в нем. Может быть, немного видоизменено, но по сути то же самое. То есть вы что начинаете делать? Вы начинаете друг друга освобождать, по сути, от этих эго-программ. А как может произойти освобождение? Только через то, что они активизируются. Невозможно освободиться от того, чего вы не осознаете. Это должно сначала выйти наружу, должно проявиться, а потом вы начинаете с этим что-то делать. И вот когда начинает это все выходить наружу и проявляться, это, в общем-то, совсем не слабые переживания, скажем так, очень сильные переживания, очень негативные переживания, потому что вылезает ой-ой-ой что. И мы не знаем исключений. То есть мы не знаем такую пару, у которых бы не было вот таких вот проблем, скажем так, да? То есть это происходит со всеми. И вот на этом этапе, схватившись за голову, вы просто разбегаетесь в разные стороны с огромной скоростью. И говорите: это ужас. Это ошибка. Нужно осознавать, что перед вами встал этап внутреннего очищения. И даже если вы занимаетесь духовными практиками и занимаетесь, даже если вы живете, так сказать, в состоянии любви, в состоянии, может быть, блаженства, как вам кажется, да, и так далее, вдруг вы встречаете свою родную душу, и у вас начинает проявляться демоническое, и вы говорите: во мне этого нет, не должно быть. Откуда это? Что это такое? Это что-то постороннее, это не мое. Вот у нас ничего не может проявляться, что не наше. Очень яркий показательный пример истинных святых людей. Вот, допустим, в православии, в русском православии есть очень известный святой Сергий Радонежский. И там какой показатель? Когда он жил один в лесу, молился, к нему в том числе приходил медведь. Очень часто, медведей много в России тогда было. К отшельникам приходили медведи. Он кормил его коркой хлебной. У него там ничего уже не было. Вот он последнюю корку хлеба давал медведю. И вот есть даже икона, где и Сергий Радонежский, и икона тоже Серафима Саровского, у них одна и та же была история. Они как бы приручали медведя. Медведь на них не нападал. Это очень явный, четкий показатель того, что вы своего внутреннего зверя уже приручили. Когда вас внешний зверь уже не воспринимает как врага. Вы своего внутреннего врага, внутреннего зверя приручили полностью, либо нивелировали его, просветлили, как хотите называйте. Примерно тот же самый экзамен проходит в некоторых школах боевых искусств. Ученика готовят несколько лет, но готовят таким образом, чтобы у него не было внутреннего чувства врага. Как может это не показаться парадоксальным,
Если у человека есть внутренний враг, он всегда найдет себе внешнего, без проблем. Но когда у него нет вот этого внутреннего врага, он даже выходя на поединок, будет не драться с врагом, а это будет действительно искусство, боевое искусство. Вот его готовили, это ученика готовят, чтобы он стал мастером боевого искусства. И проверяют его следующим образом. Его проводят через толпу дерущихся. То есть много людей дерутся, там огромная агрессия. Там вот эта энергия агрессивная висит буквально в воздухе. Он должен пройти через эту толпу дерущихся, просто пройти через них сквозь. И чтобы эти люди его практически не заметили. Вот если он проходит через эту толпу, и его никто никак не задел, ничего не сказал, и даже, может быть, почти вообще не видели, это говорило о том, что он победил своего внутреннего врага. Так вот, к чему мы это рассказываем. К тому, что когда начинается внутреннее очищение у родных душ, из нас вот это все вылезает и явно показывает, что, в общем-то, у нас внутри там ой-ой-ой чего есть. И если на вас так реагирует ваша родная душа, как на врага, да, то значит этот враг есть и в вас, и в вашем партнере. У вас обоих это есть. У кого-то больше, у кого-то меньше, они могут быть разными, но тем не менее вот суть одна остается. Это очень важный момент. Это момент внутреннего очищения. И если вы это примете, и потом начнете с этим что-то делать, а что с этим делать, на это есть масса вариантов, как с этим поступать, тогда вы проходите через этот этап и идете на следующий этап духовного и, может быть, даже и полного воссоединения, то есть начнете жить вместе. То есть вы воссоединяетесь. Воссоединение возможно только после прохождения этапа внутреннего очищения. Этот этап неминуем. Если же вы не проходите через этот этап, вы отвергаете дар. Есть такой образ очень хороший. Ваша встреча с родной душой – это такой подарок, дар Бога. Можно себе представить, что Бог вам дает яблоко. Оно спелое, красное, сочное, красивое, оно очень аппетитно выглядит. Но вы протягиваете свою руку, берете это яблоко, а ваша рука оказывается грязной. Вы берете своей грязной рукой это яблоко и говорите: какое грязное яблоко. Фу, я не буду это есть. Это мне не надо. И отбрасываете это яблоко. Яблоко было чистым. Божественный дар был чистым. Божественный дар состоял в вашей любви, в вашем единстве. Но вы оказались не совсем готовы к этому. И нужно пройти через этап, когда вы очиститесь, условно выражаясь, руки свои вымоете, станете чистыми и сможете принять этот дар. Вот что такое принятие или отвержение дара. Каким же образом это происходит? Ну, вкратце мы расскажем. Дело в том, что отношения между родными душами по очень многим показателям не вписываются в стереотипы отношений. Что такое стереотипы отношений? Это проявление эго, эго-сознания. Стереотип отношений между мужчиной и женщиной – это определенное противоборство эго-сознания. С одной стороны противоборство, с другой стороны уступки, компромиссы и тому подобное. И таким образом как бы налаживается жизнь с эго, когда у вас и у вашего партнера сильное эго, они как-то начинают находить компромиссы, решения, кто-то кого-то подавляет или кто-то кому-то уступает и так далее. Вот между родными душами всего этого нет. Они совершенно на другом уровне. Они не находят компромиссы и точки соприкосновения между эго. Они от него освобождаются. Иначе воссоединение невозможно. И все, кто встречал свою родную душу, это абсолютно подтвердят. Потому что эго усиливается настолько, что никакого компромисса и никакого его урегулирования практически быть не может. Просто невозможно, оно становится неуправляемым. Оно становится настолько
неадекватно проявляемым, что не может быть никакой речи о том, что возможно с этим ужиться. То есть, либо вы освобождаетесь от эго-сознания, и тогда вы воссоединяетесь, либо вы возвращаетесь к старой схеме, где возможно жить с эго, где возможно говорить «я такой-то» или «я вот такой-то», «ты должен меня уважать» или «ты должна меня почитать» и так далее. То есть должен, приспособление, компромиссы. Вот то, что в обычных отношениях является нормой и без этого никак, и это действительно так и должно быть. Вот у родных душ это не работает. В принципе, на энергетическом плане. Не потому, что вот они так придумали, и не потому, что они так захотели, а потому, что это в принципе энергетически не работает, невозможно. Нонсенс. То есть нужно переходить на другую форму отношений. На форму отношений без эго-сознания. Вопрос, а как? Что это такое? Вот это уже момент трансформации. Когда вы отказываетесь от эго-сознания, вы отказываетесь практически от всего, что вам было известно в жизни. У вас может быть такое состояние, будто вы умираете, жизнь заканчивается. Ведь мы жили с эго-сознанием, и ничего другого мы не знали. Наше эго нас защищало, оно добывало нам деньги, оно делало нас уважаемым, почитаемым, оно давало нам чувство какой-то собственной важности, оно нас сопровождало постоянно, оно давало нам все. И вдруг мы должны отказаться. Происходит такой момент, так раз, переключение, как бы ничего. Вы выпадаете в какое-то пространство, еще вам незнакомое пока что. Это процесс трансформации. Вот это должно произойти с родными душами, трансформация. И тогда они выходят уже в реальные отношения. Не в те стереотипы, не в те правила, которые во многом надуманные, во многом искусственные и поэтому постоянно рассыпающиеся. Отношения, основанные на эго-сознании, постоянно рассыпаются. Это как дырявая лодка, из которой нужно постоянно черпать воду, чтобы она не утонула. А отношения, которые не основаны на эго-сознании, они реальные, они крепкие. Там происходят реальные энергетические взаимодействия между мужчиной и женщиной. То есть, так как природой, Создателем, Богом задумано, чтобы мужчина и женщина взаимодействовали вот так, вот там это начинает происходить само, спонтанно. Нужно только осознавать, внимательно чувствовать. Нужно включать свое сердце, душу, сознание и даже разум. И тогда вы все это поймете. Все это Богом вам будет дано само, и все это вы очень четко прочувствуете. То есть совершенно принципиально иной тип взаимоотношений. Вот что такое принятие дара. Принятие дара – это когда вы отказываетесь от эго-сознания и переходите к реальным отношениям, там, где вы и чувствуете эту энергию. Когда вы совершаете вот этот шаг, отказ от своего эго и вверение себя, своей судьбы, своей жизни в руки, можно сказать, Вселенной, в руки Божественного, в руки Бога. То есть вы доверяетесь Богу и говорите, да, вот на уровне эго-сознания у нас ничего не получается, у нас ничего не складывается. Но мы от этого отказываемся, и мы полностью доверяем тому, что будет происходить само. Вот когда это начинает происходить, тогда в вас уже бурным цветом расцветают ваши все потенциальные, изначально заложенные возможности. Перестает действовать блокировка эго-сознания, и начинают реальные энергетические структуры начинают воздействовать. Вы начинаете путь реального, настоящего энергетического взаимодействия друг с другом. И ваша жизнь, она попадает в поток, она наполняется энергией. Вот что происходит, когда вы принимаете этот дар. С прежними лекалами, с прежними рамками невозможно подходить к новым отношениям между родными душами. Нужны другие отношения, нужно другое сознание.
сознание отдавания себя божественному. И тогда все начинает происходить само. Поэтому это новое измерение отношений между мужчиной и женщиной. Поэтому путь родных душ – это путь сердца, путь души. Другое понимание, и все вообще становится иначе. Очень многое становится иначе. За счет этого, собственно, и открываются такие возможности, как реализация предназначения, реализация своей миссии. Все это невозможно, пока у вас эго-сознание все это блокирует. Миссия и предназначение находятся на атманическом теле и частично на будхиальном. Это наша высшая душа, наше высшее «Я». Высшая божественная душа и эго-сознание – понятия несовместимые. Вы должны выбрать либо одно, либо другое. Они не могут ужиться вместе. Там будет конфронтация. И в процессе очищения, когда у вас пойдет внутреннее очищение, вы и будете чувствовать вот эту напряженность между эго-сознанием и вашей душой. Будет, знаете, такая своеобразная внутренняя как бы борьба. И поэтому многие устают от этого процесса, естественно, он нелегкий. И вот когда происходит трансформация, когда вы уже осознаете, что между вами начинают формироваться новые отношения, тогда и открываются все эти перспективы. Тогда и становится возможным воссоединение со своей родной душой. Тогда и становится возможна вот эта настоящая новая жизнь, для чего вы, собственно говоря, и встретились со своей родной душой. Если до сих пор еще кто-то надеется и думает, что может встретить свою родную душу, для того, чтобы просто расцветить свою жизнь, так как-то ее приукрасить. То есть жизнь останется та же, только еще в розовый цветочек и с голубой каемочкой, то это очень большая ошибка. Этого не будет, на это нельзя надеяться. Бесполезно, вы получите горькое разочарование, если будете на это надеяться, рассчитывать. Ваша жизнь изменится полностью и самым существенным образом. Вот для этого происходит встреча с родной душой. И она изменится в сторону вашей души, в сторону того, чтобы вы начали свою собственную жизнь, пошли своим собственным путем. Только когда вы соединитесь со своей родной душой, этот путь у вас будет один на двоих. И это будет очень естественно. Вам не нужно будет выяснять отношения, кто главный, кто не главный, кто что должен делать, кто чего-то не должен делать. Там в основном все будет взаимодействовать на автомате, можно так сказать. То есть там уже все прописано. По естественным законам. По естественным законам. И это будет приносить громадное удовлетворение женщине, потому что она будет чувствовать свою женскую энергию, женскую ипостась. И такое же громадное удовлетворение мужчине, потому что с ним будет происходить то же самое. То есть все то, чему можно учиться годами, десятилетиями и несколько жизней подряд, да, то есть действительно нужно учить веды, это сокровенные знания, это потрясающие знания. И там написано, что должен делать мужчина, что должна делать женщина. И это все можно заучивать, зазубривать, да, и это тоже правильно на определенном уровне, это должно быть обязательно, мы это нисколько не отвергаем. Более того, полностью поддерживаем всех тех людей, которые этим занимаются. Но когда вы выходите на новый уровень, все эти знания становятся доступны вам самым естественным образом. Вы узнаете суть всего того, о чем написано в Ведах. Для вас буква перестает быть буквой или правилом и становится живой истиной, которая проходит через вас. Она начинает не только проходить, она действует через вас. Почему написаны Веды? Почему такие правила? Для того, чтобы что? Просто не перебили друг друга, что ли, люди? Ну и в этом смысле тоже да. Чтобы сохранить мир на планете. Но самое главное, высшее значение для того, чтобы мужчина и женщина, если мы говорим о мужчине и женщине в плане Вед, да, для того, чтобы мужчина и женщина испытывали истинную радость от совместной жизни, истинную, неподдельную. Никогда идут на какие-то ужимки и компромиссы.
А когда они все более и более раскрывают свой собственный потенциал, точнее он даже раскрывается, а они только этому следуют. Понимаете, какие перспективы жизни? Совершенно другое восприятие, совершенно другой уровень. И к этому может и должен идти человек. И рано или поздно и каждый мужчина, и каждая женщина к этому придут. И на планете Земля до тех пор, пока нет этого понимания, нет этого внутреннего переживания, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной, на планете Земля будут проходить те или иные перекосы. То был патриархат, когда мужчина подавлял женщину. Теперь наступает как бы матриархат, когда женщина берет реванш, она начинает его под каблук. Это две крайности, которые не приносят ни здоровья, ни радость, ни счастья, ни тому, ни другому. Это неестественно ни в том, ни в другом случае. Естественно, это их единство. И это заложено природой. Это не просто какие-то умные мудрецы написали, потому что им так захотелось, а потому что они вывели эту истину, они ее облекли в букву, в слово. Они ее просто взяли оттуда, где она есть, и обозначили. То есть это есть само по себе. Вот эти вот гармоничные, прекрасные отношения между мужчиной и женщиной. И родные души, когда проходят процессы внутреннего очищения и трансформации, они сполна это начинают переживать. Вот эту естественность отношений. Ну что ж, вот это все практически, о чем мы сегодня хотели вам рассказать. Как узнать свою родную душу, как потом можно следовать тому или иному пути для того, чтобы воссоединяться, либо не воссоединяться со своей родной душой. Это уже будет ваше решение, что вы будете делать. Изначально божественным заложены отношения между мужчиной и женщиной действительно вот такие, как они описаны в Ведах. И родные души узнают это на собственном опыте. И до тех пор, пока эти отношения не будут между ними налажены, нормальная гармоничная жизнь на планете Земля будет невозможна. Именно в глобальном масштабе невозможно. Потому что все на нашей планете держится на взаимодействии мужской и женской энергии. Энергии инь и энергии ян. И самым таким ярким представителем, носителем этих энергий является человек, то есть мужчина и женщина. И пока он не сгармонизирует вот эти два полюса, пока эта гармония не будет установлена, все остальное на планете тоже будет в дисгармоничном состоянии. Поэтому миссия родных душ, она глобальная. Если ее рассматривать в глобальной перспективе, то это миссия установления гармонии в глобальном масштабе. Чем больше будет воссоединение мужчины и женщины именно как с родной душой, не формального, а именно как изначально заложено божественным, с его истинной половинкой. Чем больше будет таких воссоединений, чем больше будет такого опыта, тем большая гармония будет воцаряться на планете Земля. Конечно, мы не хотим сказать, что все 100% населения планеты Земля должны обязательно найти свою родную душу. Мы не хотим об этом говорить, мы так не говорим. Но те люди, которые действительно хотят, у которых есть очень большое стремление к этому и даже настоящая потребность, жажда найти свою родную душу, они действительно могут это сделать, и теперь есть большие возможности для того, чтобы это сделать гармонично, грамотно, осознанно. Мы благодарим всех, кто нас сегодня смотрел, кто был в интерактиве и кто был в качестве зрителя на сегодняшней встрече. Благодарим вас за участие. Надеемся, что сегодняшняя встреча вам будет очень полезной. Она сможет разрешить многие ваши вопросы. И прощаемся с вами до следующих встреч на службе поддержки, на энергетической медитации и через неделю на новой теме проекта «Родные души. Новые измерения». До свидания. Всего доброго. До свидания.